Добрый день, товарищи студенты! Добро пожаловать на очередной урок по английскому языку. И в сегодняшнем видео я вас научу, как говорить о своих сожалениях. Я сожалею, что бла-бла-бла. Я вам покажу, как можно 4 разными способами это выразить. И покажу, какой способ чаще всего вы услышите и увидите. Пользуясь случаем, я хочу напомнить, что у меня есть Instagram и Telegram, Kirill's_English. Информация не дублируется в Телеграме и в Инстаграме, поэтому имеет смысл подписаться к обоим каналам, если у вас есть возможность. Также, если вы хотите онлайн-уроки индивидуальные со мной, вся информация под этим видео в описании есть. Все ссылки и все пароли указаны. По традиции, давайте вспомним, о чем я рассказывал вам в прошлом видео, которое вышло неделю назад. Там было про угощение. Попробуйте сейчас вспомнить, как угощать людей. Вы решили кого-то угостить ужином, например, в ресторане. Вам человек очень хорошо помог, и вы говорите: я вас хочу угостить ужином, поэтому давайте-ка встретимся. В принципе, вы можете просто пригласить, не обязательно говорить выражение I'd like to treat you to dinner. Но если хотите именно использовать это слово, потому что treat to, если вы используете, это слово добавляет эмоциональной окраски и акцентирует внимание вашего собеседника именно на вашей generosity, на том, насколько вы великодушны, щедры и хотите вот именно человека угостить. Потому что если вы просто скажете без этой фразы, такого вот эмоционального всплеска и экстаза может не быть. Итак, как же сказать «я сожалею»? Нам понадобится глагол regret. И нужно знать определенную структуру его использования. Значит, если вы говорите, что вы сожалеете о чем-то, у вас положительное предложение, мы использовать будем I regret doing something. Глагол с окончанием ing. Например, I regret telling him a secret. I regret telling him a secret. Я сожалею, что рассказал ему секрет. I regret. Про себя вы можете задать вопрос what. Telling. Помните, что когда вы говорите глагол ing в такой конструкции без вспомогательных глаголов be и так далее, функция существительного получается. I regret what. И просто запомните, что после regret у вас будет существительное. То есть, я могу сказать следующее предложение. Допустим, вы себе какую-то татуировку набили выше копчика, потом прошло время, и она у вас немножко сползла на все другие части тела, и вы говорите I regret this tattoo. I regret this tattoo. Я сожалею что? Татуировку. То есть здесь нет никакого действия, соответственно, и глагол с ing формой использовать не надо. Собственно, tattoo это уже существительное. I regret getting in a huge fight with my best friend. I regret getting in a huge fight with my best friend. Я сожалею, что поссорился очень сильно с лучшим другом или с лучшей подругой. Get into a fight это не значит автоматически, что вы с кулаками на кого-то накинулись или кто-то на вас. A fight может быть verbal, перебранка словесная, а может быть physical. Вот когда physical, как Дуа Липа поет, тогда это уже с рукоприкладством. Но там надо смотреть по обстоятельствам. I regret making wrong choices. I regret making wrong choices. Я сожалею о том, что выбирал не очень правильные вещи. Делал выбор в пользу не очень правильных вещей. Может быть, там запрещенные вещества или какой-нибудь криминал и так далее. Представьте, вы сидите где-то на балконе, вам уже много лет, и, так сказать, вы размышляете о жизни. Кстати, все выражения, которые сегодня в предложениях вы увидите, очень полезные, вы услышите их очень часто. Они с пометкой high frequency. Помните, если вы изучаете английский язык, прежде всего нужно обращать внимание на лексику с пометкой high frequency. И я вам рекомендую ввести тетрадку, куда вы эти все выражения будете записывать, и разделить ее на 3 столбика. С пометкой high frequency, с пометкой там что maybe, probably стоит это выражение заучить. И 3-й столбик у вас будет просто какая-то со звездочкой это слово. Это значит, что его можно узнавать. В пассивном словаре пускай оно у вас будет, но в high frequency нафиг оно вам надо. I regret my second marriage. I regret my second marriage. Я сожалею о том, что женился во 2-й раз.
Вы скажете, окей, все прекрасно, а если нужно не добавить, то есть я сожалею о том, что не сделал чего-то. Сейчас мы все пример, если вы посмотрите, мы говорили о том, я сожалею о том, что я что-то сделал. Тогда мы просто ставим перед глаголом ing отрицательную частицу not. Соответственно, получается I regret not studying harder. I regret not studying harder. Например, вы не готовились к тесту, очень важный для вас был выпускной экзамен, вы его провалили, и теперь, как говорится, с последствиями. I regret not spending more time with my older brother before he went to college. Например, у вас старший брат есть, и вы говорите, что вам жаль, что вы не проводили с ним больше времени. А сейчас все, брательник того, тю-тю, сейчас у него свои проблемы, его нет. Это в контексте для тех, кто живет в Америке, например, в англоговорящей стране, и переезжает человек в другой штат, может быть, для того, чтобы учиться, и больше вас не видит. И все. Boring life. I regret not being open to things. I regret not being open to things. Так вы можете сказать о том, что вы были слишком консервативны, может быть, и не открыты к каким-то новым идеям, и много чего не попробовали. Опять же, сидите в кресло-качалке, вам под много лет, и вы, так сказать, пьете кофе. Да. I regret not appreciating being young. I regret not appreciating being young. Я сожалею о том, что не ценил молодость. Прожгли свои молодые годы, а сейчас сидите под 100 лет вам, и вы пьете кофе. Сожалеете об этом всем. Здесь, смотрите, два глагола с ing, и пускай они вас не пугают. I regret not appreciating, глагол с ing. I regret not appreciating, и после appreciate правило есть. Тоже используется всегда существительное. Appreciate what. Соответственно, be тоже должны мы превратить с вами в существительное, то есть сделать be, ing добавить, being. Существует третий способ использования regret. I regret that и предложение, которое вы хотите сказать. То есть, давайте возьмем наше предложение про брата. У нас было как? I regret not spending more time. Мы сейчас сделаем I regret that и выстраиваем второе предложение полностью. Подлежащее, сказуемое. Я не проводил время достаточно. I didn't spend more time with my older brother. I regret that I didn't spend more time with my older brother before he went to college. И, соответственно, так все предложения вы можете сделать. I regret that I got married second time. Сделаем существительное с подлежащим. I regret that I got this tattoo. Помните, там у нас было просто I regret this tattoo. I regret that I got this tattoo. I regret getting into a huge fight with my best friend. Меняем это в два предложения, делаем I regret that I got into a huge fight with my best friend. То есть здесь все легко. Главное вот этот вот коннектор, соединительное слово that поставить. Все, I regret that. И дальше, опять же, выстраиваем. Это должен у вас быть clause. Clause — это самостоятельный independent sentence that has noun and a verb. Подлежащее сказуемое. Это что касается глагола regret, и это самое-самое-самое частое, что вы можете сказать, когда вы о чем-то сожалеете. Это как бы вскользь. Если вы хотите добавить больше эмоционального окраса, больше драмы, тогда вы можете прибегнуть к помощи глагола wish. И помните, что так как мы сожалеем о том, что уже было, это было в прошлом, мы будем использовать wish в прошлом. А wish в прошлом — это прошлое, которое прошедшее прошедшего. То есть не просто прошлое, а которое had плюс третья форма глагола. Предпрошлое. Взрыв мозга. Образуется как? Had плюс глагол в третьей форме или past participle. I wish I hadn't told you that. I wish I hadn't told you that. Я сожалею, что рассказал тебе об этом. Ну там, вы рассказали одному человеку, а человек рассказал как сарафанное радио всему свету. Вы желаете
в противоположность тому, что сделали. Так как вы рассказали, поэтому вы говорите «я желаю, чтобы не рассказал». Понимаете, вам в голове еще мысленно нужно делать обратное от того, как в математике. Если у вас в русском языке предложение было со знаком плюс, в английском языке вы назад идете с минусом, чтобы я, как будто бы я этого не делал. Okay. Помните, что здесь wish — это не то wish, когда мы на день рождения картинки и открытки шлем, это другое wish, это с сожалением wish. Они похожи, но не идентичны. Можно пойти и наоборот сказать, что я сожалею, что тебе этого не рассказал. То есть, так как вы этого не рассказали, вы сейчас желаете, что надо было рассказать. Соответственно, минус дает нам плюс. I wish I told you that. I wish I told you that. И обратите внимание, я произношу I. И вам в речи это будет сложно услышать, особенно если уши не натренированы. И вам покажется, что человек говорит I wish I told you that. А там не так, там засада I wish I had. Но в речи, особенно в нормальном темпе речи, никогда люди had, вспомогательный глагол, не скажут, потому что никакой эмоциональной нагрузки смысла не несет, это просто function word. А function words мы прячем. Соответственно, I wish I had told you that. I wish I told you that. Okay. С wish понятно, вы можете еще припомнить с помощью past modal I should have. И третья форма глагола. Например, I should have told you that. Надо было мне тебе рассказать. I should have told you that. Или наоборот, I shouldn't have told you that. Не надо было мне тебе рассказывать зря. Я сожалею. I shouldn't have told you that. И, наконец, вы можете просто сказать I'm sorry, I в третьей форме, если вы перед человеком здесь и сейчас стоите, говорите I'm sorry, I hurt you. Я сожалею о том, что обидел тебя. Or I'm sorry, I told you that. И здесь, смотрите, обычное прошедшее. Никакого перфекта не надо делать, просто обычный simple past. I'm sorry, I hurt you. Я сожалею, что тебя обидел. То есть здесь sorry как и сожаление, так и извинение. На сегодня это все. Я желаю всем отличных выходных. Пока.